Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, я хочу на чем-то необычном поиграть, и я вижу гоблин-убийцами со старта приходят. Я тут вижу, есть темпларка, есть мертвый, к сожалению, Свен, хотя отчасти он мертвый, на самом деле, этот Свен. Есть импреска, есть возможность реализовать 6 богов, потому что есть Зевс и есть Леший. Ну, короче, ладно. Я начну с того, что, ребят, я хочу обратиться к вам. Обратиться с огромной благодарностью. Почему так, вы спросите? Потому что вы просто настоящие звери. Серьезно. Благодаря вашей поддержке в виде лайков и комментариев у меня ролики продвигаются в рекомендации так люто. Просто, ну, огромнейшее вам спасибо, ребят, за ваши лайки и комментарии. Я надеюсь, что вы меня и в этом ролике тоже не обидите. Я хочу до конца этого года достичь 3000 подписчиков. И сам я этого, естественно, не сделаю, поэтому поддержка мне ваша необходима. Ну и, соответственно, кто сейчас смотрит, прямо сейчас прожми свой лайк и можешь даже комментарий любой написать рандомный. Ну, а так просто по игре напишешь там, либо вопрос можешь какой-то задать. Короче, ребят, все, огромное вам спасибо за поддержку. Ну и на телеграм-канал тоже подпишитесь, потому что там я веду свой блог, пишу всякую важную информацию, плюс есть чат комьюнити, где можно пообщаться, поспрашивать еще какую-то информацию. Короче, ребят, много чего интересного, давайте все сами разберетесь. В комментариях есть ссылка на мой телеграм, в описании под видео есть телеграм, в описании канала есть ссылка на телеграм. Короче, все сами разберетесь. Все, погнали. Сейчас будем погружаться в игру, и я хочу обратиться к своим зрителям, к своим подписчикам, а в особенности, когда я попадаюсь со своими подписчиками. Я уже в предыдущих роликах говорил, точнее, по-моему, в одном. Сегодня это, если что, где-то моя 4-я игра на сегодня. Ну да, по-моему, 4-я игра. Короче, ну да, где-то 4-я игра. Так вот, или 5-я. Не суть. Много игр я сегодня сыграл, и я не буду записывать нежить. Категорично не буду записывать нежить. Это мертвая синергия, потому что когда я вот попадаюсь против своих подписчиков, а не просто против каких-то легких противников, то невозможно их собрать. Невозможно. Мои подписчики выносят меня просто вперед ногами. Вот даже этот пак мертвецов пришел. Ну тебя в бане я не хочу. Не хочу на нем играть. Вот серьезно. И, кстати, возьму магический плащ. Магический плащ я не просто так беру, если что. Я беру его чисто из-за того, что у моего противника там есть тоже тинкеров 2 звезды. Поэтому магический плащ мне поможет. Вот. Просто 50 урона, 50% урона срезать, как бы, как с куста с этим плащом, вообще не вопрос. Тут есть еще и жезл Киры. Мы можем попробовать поиграть через жезл Киры, то есть собрать ранние 3-звездочные фигуры. Там Тинкера, Клокверка, Гоблина-убийцу, там еще кого-то можно пособирать. В общем, нерабочая синергия нежити. Как бы я ни старался, как бы я ни пытался, у меня не получается реализовать синергию нежити. Вот не получается, и все, хоть ты тресни. Кстати, отлично они там разменялись. Я только что подумал о том, что можно было бы продать ШД, но я не хочу продавать ШД. ШД приятный персонаж. Кстати, есть таинственный Фруксюй. Тоже неплохая тема, можно будет пообузить. Но посмотрим, что у меня сначала будет тут по старту, потому что у меня хороший старт. У меня и Гоблин-убийца, он же БХ. У меня и Тинкер 2 звезды. Вообще прекрасно. О, кстати, ребят, байт на комменты. Делать отдельный ролик с гайдом по всем реликвиям. У меня есть раздел коротких роликов, где я делал мини-гайды по реликвиям. Я их, соответственно, в скором времени еще и обновлю. Скажем так, сделаю актуальные более гайды по реликвиям. Но я, наверное, это сделаю в свой выходной, чтобы мог со спокойной душой сесть днем, проснувшийся, выспавшийся, с первого раза объяснить, как работает эта реликвия, в чем ее плюсы и минусы там. Короче. Скорее всего, это сделаю в выходной день, потому что нужно будет пройтись по всем реликвиям и просто их обновить. Вот. Ну, это мне так кажется. И я хочу услышать, соответственно, ваше мнение на этот счет. Нужно ли, во-первых, делать отдельный ролик с гайдом по всем реликвиям? Необходимо ли... Ну, просто необходимо или нет? Все, давайте ответите. Чего мне так хорошо идет? Я вроде бы как бы не понял. Не понял, что так хорошо идет. Сларка куплю пока что, пригодится. Боже, как... Ну, я хочу на темпларке попробовать сыграть, если честно. Есть как бы еще и импреска. Сложно, короче, сложно. Очень сложно. Не знаю. Может быть, и на импреске сыграем. Вы это по-любому знаете. Вы по превьюшке все увидите сами, как бы, да? Да. Что-то еще хотел вам такое сказать.
Ладно, вспомню, скажу. А сейчас давайте погрузимся в каточку. Блин, какой же Тинкер все-таки мощный. Мне бы еще сюда агра в 2 звезды, чтобы вообще жизнь была медом. Знаете, можно... Я вообще хочу попробовать еще и алхимика записать в 3 звезды, записать алхимика керри и прям разваливать без единого шанса. Ставим не имбового ШД, которого не понерфили. Убили все, что только могли, но имбового ШД они не тронули. Вообще ни грамма не тронули. Смотрите, вангую. Здесь по-любому нарисуется синергия эльфов. Вангую. Вот. Все, запомните мои слова. По-любому здесь нарисуется синергия эльфов. Даже 2 человека, может даже 3 человека будут играть на синергии эльфов. 1 инсект нарисуется. Ну и древние плюс гоблины. И, скорее всего, древние плюс гоблины это буду я. Наверное. Короче, не знаю. Нормально урона накидываю. Нормально, нормально. Добротно. Мне бы, конечно, в Тинкера немного другие предметы. Опа. Пандочка. Кстати, на пандах сейчас. Какое же блаженство играть. Особенно, если тебе панды падают. Серьезно. Вот что-что могу вот прямо отметить. Это то, что на пандах полное блаженство играть. Я, если что, продал панду, потому что хочу выйти в деньги. Я сейчас, если что, деньги тратить не буду. Я подожду 10-го раунда. На 10-м раунде, если у меня упадет Джезл Кира, это будет прекрасно. Если упадет хаотичный договор, будет тоже прекрасно. Потому что буду предмет 3-го тира лутать. За винстрик, если, конечно, мне его не собьют. А с Жезлом Кира 1-го тира я себе 100% сделаю винстрик. Так как я соберу себе Тинкера там в 3 звезды Клокера, как Гоблина-убийцу. Может, еще кого-то пособираю, посмотрим. ЦМ-ку бы собрал, ману регенить. Но нет, я на самом деле хочу Огра собрать, если что, в 3 звезды. Огр вообще такая лютая тема, ребята. Если вам идет Огр, как я уже ранее говорил, берите, не пожалеете. Огр классная тема. Бесподобная, я бы даже так сказал. Там паренек винстрик имеет. G7. У него там тоже хороший стол. Ого. Ого. Кстати, богиня войны из Доты это Давнбрейкер. Кто вдруг не знает. Я вот забыл в предыдущем ролике, и тут меня осенило. Может, у меня получится даже ранних древних собрать. Кто знает. Соблазн на инсеков, конечно, есть, потому что скорпиончик пришел. Ну, кстати, если он кабанчика засумонит, то он меня, скорее всего, вынесет. У него аналогичный стол, как у меня, только посильнее будет. Потому что гоблин-убийца это такой перс, который больше подлив накидает, нежели плюсиков. Но тоже дело третье. Ну, кстати, не он пришел, а человек с лустриком. Меня это радует. Знаете, почему меня это радует? Это потому, что у меня есть вероятность получить хаотичный договор. Вкусно. Вкусно. Кстати, ящик азарта. Вот этот новый предмет. Боже, какой же он кайфовый, серьезно. Так, посох 1-го тира беру, плюс 20 магического урона. Больше особо мне и нечего брать. Палочку Гарри Поттера я еще, конечно, бы хотел, но палочка Гарри Поттера не упала. Не упала. Кстати, знаете, кого мне напоминает вот этот вот Бэйн из Доты? Именно в авточес. Он мне напоминает Венома почему-то. Очень напоминает Венома. Прям не передать словами, насколько. Вам он напоминает Венома? Мне напоминает. Серьезно. И, кстати, Бэйн, он не имбовый персонаж ни в коем случае, но он ультра полезный, может быть, на начальных раундах. Особенно, если он возьмет вражеского керри под свой контроль, и тупо 6 секунд будет его месить. Месить по полной. Хускара вообще, он с Хускара выжигает, нечего делать. Просто 6 секунд, минус 600 хп у Хускара. Хускар сидит такой, а что делать? А как? А как жить-то? А как дальше жить-то? Перчатка вообще прекрасно. О как. Это все круто. И таинственный фрукт Сюй, это тоже круто. Понял, реликвиит, спасибо. Спасибо. Вопросов не имею. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И еще раз спасибо. Да. Ладно. Короче, почему я сказал, что перчатка 1-го тира это классная тема, то, что мне сейчас упало. Во-первых, против меня чел на G7 имеет себе орка-охотников 2 звезды. Он сейчас присумонит этого кабанчика. С откровенной душой будет такой смотреть на меня и думать, сейчас я тебя разорву. Сейчас я тебя разорву.
Будешь плакать кровавыми слезами. Но сейчас вы увидите, что будет с его кабанчиком. Хе-хе, а ну иди сюда. Так, винстрик я забираю у него по-любому, да? Так, Огр еще и накинул ракетки в моего тинкера. Оп, минус кабанчик. А где кабанчик? А, кабанчик уже в КД. Так. Ух! Баф людей. А как так-то? Мне это нравится. Мне нравится ранний баф людей, но не факт, что я буду, конечно, в нем сидеть, потому что у меня винстрик. Как только нарисуется стол посильнее, так и сразу буду переобуваться. Пятки сверкать будут, дай боже. Кстати, у меня пятая точка невероятно горит от моих противников, потому что мои противники как-то очень легко находят на 7-м, на 8-м, на 9-м уровне легендарные фигуры. У меня почему-то не получается на 10-м со шлемом РС с шансом выпадения 9% найти легендарные фигуры вообще. Не знаю, с чем это связано. Серьезно. Мои противники в легкую находят, я тупо не могу. Причем по 2-3 человека. И вот, знаете, я, наверное, пришел к тому выводу, что раз фиолетовые фигуры на 9-м уровне падают с шансом 25%, то, в принципе, можно на 9-м уровне оставаться и играть через фиолки. А там упадет лего, не упадет, плевать вообще, кстати. Яичко используем в ШД, потому что ШД ни разу не имба. Ни одного грамма не имба, если что, ШД, серьезно. Кстати, хотите рофл? Вы сейчас будете ржать с меня до потери пульса. Короче, я узнал, как работает способность ШД. Ну, как она работает? Ту цель, которую она бьет, первая тычка, в ту цель, соответственно, она накидывает свою способность. И честно, когда меня это осенило, у меня просто челюсть отвисла. Знаете, как я это понял? А там для дураков написано в способности о том, что вот в первой строчке для дураков в способности написано о том, что ту цель, которую бьет ШД, накидывает, соответственно, свое проклятие. В первой прям строке. И я просто с отвисшей челюстью сидел и такой, серьезно? Это так работает? Вау. Бабка. Может, ну его в баню, этот баф людей, может, бабку поставим, а? А давай без бафа людей пока посидим. Вот так вот пока что сделаем свой стол. Меня, кстати, там просили как-то бабку закирить. Может, получится в этой игре и бабку закирить вместе с алхимиком, точнее, под алхимика. Будет неплохо. Как раз реликвия яиц у меня есть. Ну, короче, можно попробовать будет. Понял. Ну, Хускару 2 звезды. Моего тинкера, конечно, нагнул. Да. Отдал ему винстрик, конечно, свой. Вот что, это неприятно. Не, ну бабка мне хорошо идет. Может, реально в этой игре у меня получится бабку собрать в 3 звезды? И поиграть через бабку? На самом деле, можно было бы, конечно, поиграть через бабку. Почему бы и нет? Ладно, я пока что... Ладно, хрен с ним, с этим баф людей. Может, вообще его продать. Место занимает только. Ладно, короче, бабку на автопокупку ставлю. Хочу попробовать поиграть через бабку Керри, через гоблинов, через древних. Ну, все как мы любим. Все как мы любим, почти по стандарту. Очень хочется попробовать бабку эту. Очень хочется. Вот прям... Давайте вот реально попробуем, посмотрим, сильно это или слабо. Сильно это или слабо. Хочу вот прям оценить, скажем так, на своей шкуре, сильно ли это или нет. Вообще я могу поставить баб гоблинов, но у меня нет алхимика. Предметы второго тира, ну, если честно, так себе, но я, наверное, взял бы на монорген.
Алхимика там забрали моего. Хм. Так, 2 цветки мне упало по кайфу. Вот так пока что сделаю. Мне кажется, так будет намного сильнее. Короче, я баф людей пока что продам. 2 цветки. Тут еще и импресска есть, понимаете, в чем прикол? Так, щиточек закину, но остальное я не успел перекинуть. Там, кстати, есть кинжал на минус броню. Отлично под бабку стакается. На самом деле, знаете, бабка в 3 звезды, она довольно-таки будет сильной, если в нее правильные предметы закинуть. Там дезолятор, предмет первого тира, который минус броню дает. И обязательно драконий рог. Вот что-что, но драконий рог ей нужен. Либо что-то такое жесткое на манреген. Козел. Козел с хаотичным договором. Опа. Опа. Не, ребят, я хочу попробовать поиграть через бабку. Реально хочу попробовать поиграть через бабку. У меня как раз на бабку есть обалденная внешка с боевого пропуска. На самом деле это очень красивая внешка с боевого пропуска. Вот, знаете, некоторые боевые пропуски они умеют прям делать. Прям умеют делать. А некоторые боевые пропуски такие скудные, такие некрасивые, что прям диву даешься. Расстреляй. Не, на самом деле, я же серьезно говорю, типа бабку в 3 звезды собираешь, каждая ее вот эта вот тычка со способности не дает минус 2 брони. Это все стакается. А теперь представьте на мгновение, что у вас есть дезолятор, минус броня первого тира. Это ж вообще жестко. Там сколько? Минус 6, минус 12, это минус 18 стычки, плюс со способности энное количество настакается, это там миллиард минус армора. А если еще и кирасу сверху докинуть, где ты играешь через гоблинов, то у тебя там, во-первых, миллион брони, если ты поставишь ее на первую линию, что, конечно, не стоит делать, но если ставишь, то, соответственно, ты можешь прям нормально так минус брони накидать всеми и нормально так разваливать и куски отрывать. Есть еще тут мастерская бума. Я на самом деле хочу предмет 5 тира попробовать поискать. Вот какие мне предметы на самом деле нужны вот из 5 тира. Ну, естественно, это молнии 5 тира. Ну, на самом деле молнии такое 50 на 50. Но на самом деле под бабку молнии отлично стакаются, потому что она много тычек выпускает за секунду. И, соответственно, эти молнии могут так жестко прокнуть. Потом маска 5 тира, криты 5 тира, бессмертие, рапира неплохо зайдет. Перчатка на чистый урон сомнительно, если честно. Сомнительно, потому что бабка плохо защищает спам лютый. Вот этот вот спам я буду защищать с помощью молнии 5 тира, если они, конечно, мне упадут. То есть, для того, чтобы на ней чистить спам, вам нужны молнии 5 тира. Потому что, когда она будет стрелять, есть вероятность, что сработает молния, это 200 магического урона. И там нету КД на эти молнии. И когда вас бьют, соответственно, тоже есть вероятность, что сработают молнии. Да, до сих пор не могу отойти от того, что меня осенило, как работает ШД. Вот серьезно. Так вот, и эти вот молнии 5 тира, они отлично чистят спам. Отлично. Но на молнии, кстати, не всегда стоит, если что, прям опираться, потому что есть ситуации, когда молнии вам не нужны, и вам нужен прям лютый урон, это криты, соответственно, потому что они и базовый урон повышают, и криты дают. На самом деле, я помню тот момент, когда бабка была ультра бесполезной, когда в этой бабке ты вот закидываешь в нее там предметы и все такое, то предметы работали, но урон у него был строго лимитированный. То есть там 120 урона, допустим, за каждую тычку. Все. И хоть ты тресни, но будет 120 урона. Но сейчас зато бабка четкая прям. Наваливает, будь здоров. С хорошими предметами так вообще не оставляет никаких шансов. Так, кстати, древние гоблины собираются вместе со мной там. Я и сам-то играю на древних и плюс гоблинах, но там тоже чел играет на древних плюс гоблинах. Так что вот так вот.
Не, ну бабки очень туго мана регенится. Тут гадалки не ходи, мана регенится ультра туго. Я хочу взять двойных мобов. Во-первых, я денег кучу получу. Во-вторых, у меня бабка есть. В-третьих, у меня есть баф гоблинов. Поэтому я думаю, я спокойно справлюсь. Кстати. А нужна ли мне богиня войны вообще в этой сборке? У меня без богини войны с помощью Драксира, в принципе, достаточно всего будет. Еще надо будет, кстати, Гримтача найти под ШД. Но по идее ДС мне намного выгоднее смотрится, нежели богиня войны. Типа богиня войны не настолько хороша будет. ДС он еще и чернокнижник сверху. Хотя это рыцарь. Ладно, короче, ДС составлю, потому что там будет синергия чернокнижников еще сверху у меня. Я бы предметы с удовольствием рольнул, но ролять нечего. Пока что. Мне сейчас нужно будет активировать реликвию яиц до 25 раунда и паролить бабку. Надеюсь, что бабка придет. Кстати, эльф с двойными мобами тоже. Ну, стандартный эльф, кстати. Ну что, сладкий, ты отдаешь мне свой винстрик? Какой ты хороший. Просто лучший. Так, ну что, погнали. Я надеюсь, что яйца ко мне быстро придут. Ну. Так, гримтач есть, хорошо, ставим. ДС апаем. Ну, спасибо, первое яйцо есть. Все, осталось еще как минимум 4 найти. Как минимум еще 3 найти. И 2 бабки мне надо. Шанс 25% на 2 бабки. Можешь хпшку наролить? Погнали. Хпшка пригодится. Или... Магов тут особо-то и нету. А вот хпшка пригодится. Плюс 300 хп как бы как с куста. Ой, а что такое? В этот раз Хускар тебе не помог, да? Бывает. Бывает в жизни разочарование. Так, плюс 1 бабка. Горный вождь, спасибо, не надо. Ага. По всей видимости, со слезами на глазах я буду ролить эту бабку и ролить эти яйца. Потому что что-то очень туго не идут. Что бабка, что яйца. Печально. Печально. Кстати, там на инсектоидах парень играет через цвет. Это плохо. Двойные клыки мне еще понадобятся. Мне по-любому здесь молнии понадобятся, и мне понадобятся по-любому здесь двойные клыки, если, конечно, к тому времени инсектоид не вылетит. Если инсектоид не вылетит, то без этих 2 предметов мне будут пасочки. Я таких болтов на 28 наглотаю, что ну их в баню. Таких болтов вы в жизни не видели. Ладно. Не будем об этом. Не будем о грустном. Парень на убийцах играет, кстати. Но не знаю, поможет ли это ему. Если найдет темпларку, 100% поможет. Если не найдет, то его проблема. Так, вот инсек. С 3 думами. Вот это вот плохо. Бабка, жить, 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 пожалуйста. Но... Какой же закон подлости? Постоянно вот летит в моего мейн-керри дум. Постоянно. Не знаю у кого как, но у меня дум летит постоянно в моего мейн-керри. Какой бы у меня керри не был, постоянно летит вражеский дум. Так, алхим, кстати. Сюда. Так, я выхожу, если что, из инкама, потому что остался 1 раунд. Или на 25-м еще успею. Может, мехов разобрать? Но сейчас просто халявный ролл получу, не хочу особо разбирать.
Потому что баф чернокнижников как бы 10% от хила всего лишь дает. Это очень мало. На самом деле я не знаю до сих пор, почему разрабы понерфили баф чернокнижников первого уровня. Вместо 20% сделали 10%. Это прям же слезы. Так, ну шо. Ролим? До талого ролим. Минута молчания. Так, есть яйцо. Еще яйцо надо. Хорошо. И бабку дай. Вот это я понимаю подгон. Наныл. Наныл. Сюда. Ребята, у меня фляга немножко потекла, поэтому не обращайте внимания. Все, мне надо обратно выходить деньги. Брать 10 уровень. И там уже свою сборку делать от этого. Свен на 9 уровне, вопросов не имею. Дай мне, пожалуйста, драконий рог, потому что что-то очень туго все идет. Меня чуть мобы эти не разорвали, если что, на секунду. Ну, все хрень, если честно. Взгляд Азеца как бы вкусно смотрелся, но все это хрень. Так, мана плюс 50 сюда иди. Потому что с рандомного... Кстати, с рандомного сундука мне упали двойные клыки на секундочку. Так-то. Так-то, на секундочку. А это сильно. Знаете, мне сейчас для полного счастья, для полного комфорта не хватает только шедевр 3 звезды. Я, кстати, хочу попробовать тролльнуть. И что делать? Я, наверное, возьму Мьёльнир. Мьёльнир все-таки поможет мне. У меня 400 тычка есть. Минус броня у меня есть. Ну, по идее, все должно быть хорошо. Не хочу, конечно, слазить, но я надеюсь, что будет все очень хорошо. Не, ну мне повезло. 2 предмета отличных мне упали на эту игру. Во-первых, против меня есть инсектоид через цвет, который будет играть через дубликаты. Во-вторых, у меня есть Мьёльнир, который весь этот спам будет чистить. Ну, я считаю, у меня отлично упало все. Вот все упало сейчас отлично. Единственное, чем мне не хватает, так это не хватает драконьего рога. Вот серьезно. Опять мне дум в бабку прилетел. Ладно. Тут я в любом случае вынес, но неприятно все равно так-то. На самом деле, как же жестко алхимик вырезает этих воинов, когда он использует свою способность. Там чисто минус очень много брони. Лич. Я не буду играть на нежити. Невозможно ее собрать, серьезно. Я пытался очень много чего сделать. На нежити тупо невозможно играть. Там Зевса чел нашел. В мартретку засунул сейчас пакт нежити. А зачем тебе этот пакт, дорогой? Убери ее из мартретки, пожалуйста. Сейчас как-то так сделаю расстановку. Надо будет еще алхимиков 3 звезды собрать, чтобы было миллиард минус армора, и у меня был огромный танк. Как же много как же много урона, 10 тысяч. Не, нормас, пока бабка себя раскрывает по полной программе. Так, ну... На манреге ничего нет, то есть первого тира, потому что я все как бы скипнул. О как. А вот это плохо. А вот это-то плохо. По идее, Свен прыгнет сейчас в моего Тинкера.
Потому что Свен там будет бить чистым уроном из-за того, что у него есть ведьмаки. У него 2 ведьмака. То есть демоны у него будет работать, и он моих гоблинов будет прошибать вообще на изи. И поэтому мне нужно будет поставить Горн. По-любому нужно будет поставить Горн. Без Горна мне будет туго. А вот, кстати, он сейчас и пришел. Давайте посмотрим сейчас, что будет. Ну, как хорошо молнии прокнули. Сразу фулмана у бабки. Жить! Вот это было на тоненького. 8200 урона от Свена сюда. Так, мне по-любому нужен Горн. Без Горна здесь будет максимально туго. Поэтому древних мы разберем, потому что это такая сейчас синергия. Ладно, пока в уровень пойдем. Может, что-то вынесет Свенчика. Но по-любому нужно будет Горн собрать. На самом деле у чела 3 яйца. И мне кажется, что он хочет собрать себе ченов 3 звезды. 3, мать, насекомых. Не понимаю, почему он не поставит одного инсектоида, чтобы у него было 4 инсека по итогу. Ладно, ну хозяин барин. Как он хочет, так и делает. Наверное, знаете, что он хочет сделать? Он хочет рольнуть еще раз и найти еще один предмет 2-го тира. На самом деле, если он найдет себе еще и импресску сверху, будет печально. Если он найдет импресску сверху, то он поставит себе full buff цвет, поставит импресску, которая будет с арканцами. Вот, кстати, он и пришел. Сейчас мне дум прилетит. Подождите секундочку. Оп, бабка пошла. Хорошо. Как хорошо. Блин, а это картинка. Ну там чел его вынес, это хорошо. Это хорошо. На самом деле ситуация сейчас может просто вмиг перевернуться. Ну, кстати, боги они такие бесполезные. Сейчас, может, мне, кстати, мастерская бума упадет. Что же будет неплохо. Я, по крайней мере, не отказался. Меня смущает Свен. С блинком все как надо. Может натворить делов. О, он там импресску нашел еще на Свене. Вряд ли он, конечно, куда-то ее будет запихивать, но вероятность таковая имеется. А я-то думаю, что мне ШД перестал приходить? Там же этот инсект собирает себе ШД. Тю. Не, без маски 5-го тира будет очень туго. 7200 урона от ШД на секундочку. Кстати. Маленькая цветочка, мипарик. Ну, возьмем мипарика, почему нет? Аптечка, рыбалка. Ну, все это хрень, если честно. Завеса. Эмпреска. Я, кстати, поставлю сейчас себе баф чернокнижника 2-го уровня, чтобы у меня было немножко побольше от хила. Никаких проблем с этим. Я не хочу предмет 1-го тира скипать. Но у меня есть подозрение, что надо его будет скипнуть. Есть такое, знаете, прям тонкое подозрение, что мне придется скипнуть этот предмет. Мне либо бессмертие нужно будет найти, либо криты, либо маску. Лучше, наверное, все-таки бессмертие, либо маска. Лучше, конечно, и то, для гарантии, потому что есть у моего противника Свен. Но он может сейчас прилететь и тупо ваншотнуть. Нет! Знаете, как он меня вынес? Вот если у кого-то хоть маленький такой вопрос остался, то он меня вынес чисто из-за того, что он поменял расстановку. Его Свен прыгнул сразу в мою бабку, а до этого он прыгал моего Тинкера, поэтому отсюда все проблемы. Оу, куда ты шамана собираешь, дорогой, остановись!
Это плохо. Не хочу, чтобы он там шаманчиков собирал. Шаманчики могут устроить подливу. А тут еще орк-жрец в 3 звезды на секунду собрался. И ДК в 3 звезды на секунду собрался. А чё такое потное лобби-то, а? Ребята, тут не турнир на $1 000 000. Успокойтесь. Попроще можно. Я тут как бы, ну, потел до этого, ну, до вас. Я потеть не хочу. Да, как... Блин, ну... Ой-ой-ой-ой-ой. Гребаный Дум. Мне нужен мифриловый доспех по-любому против этого Дума. Без мифрилового доспеха у меня будут огромнейшие проблемы. Тупо минус 20 мне только что прописал. Ну что, придется чернокнижников разбирать пока. Или пусть будет пока. А Дум мне нужен. Вообще, на самом деле, сделаем, знаете как? Возможно, я поставлю гритеров в этой игре. Ладно, поехали. Перчатка, щит. Я возьму щит. Я хочу в этот раз попробовать поверить в щит, потому что у меня никакого контрпика нету против Дума. Поэтому мне нужен щит. Так, ДК 3 звезд, здорово. Жить. Ты что такой... Ой, хорошо. Нормально, это, кстати, ДК там мне только что накидал. Минус 4 ему в 3 звезды прописал. Нормально, нормально. Вот падла. Выживет против инсека. А я так надеялся, что он против инсека не выживет. Не хотелось бы, конечно, терять мне синергию древних. Но мне кажется, уже надо забить. Это там чел на фулл шаманах играет через фулл волшебников. Красавчик. Чисто по моим стопам. Сейчас, кстати, сделаю вот такую вот расстановку, чтобы горно-агро появился за спиной алхимика. Кстати, я возьму на всякий случай Эрики буду собирать. Ну, чисто так. Будет приходить, буду собирать. Против шамана хорошо зайдет. Кстати, убийца пришел. Жить. Хорошо. Хорошо. Ой, шаман его там вынес. Не на все хп, конечно, как мне бы хотелось, но он хотя бы его хоть как-то довынес. Я, кстати, вообще забыл за эту завесу. Блин. Кто вдруг не знает, что делает эта завеса? Ну, блин, короче, я реально забыл за эту завесу, поэтому, если что, не осуждайте меня сильно. В общем, кто не знает, как работает эта завеса, то она работает следующим образом. Если вы в предыдущем раунде проиграли, то в следующем раунде вы пропадете у своего противника. И, соответственно, вы не получите урона. Хоть там и показывает, что вы типа получаете урон, но по факту вы не получаете никакого урона. На самом деле, это прикольная реликвия. С ее помощью можно несколько раундов тупо пережить, если у вас есть такой вот противник. Такой противный, как инсек. Серьезно. Призма, хорошо. О, блин, да и Башер, и багровый клинок классный, арчит. Я возьму арчит, потому что есть призма. Короче, смотрите, сейчас с помощью призмы арчит будет лететь по 2 героям. Соответственно, это очень жестко будет. Так же самое и против шамана, который перевоплощаться не сможет. Соответственно, и под Свена это тоже неплохо будет заходить, потому что в него будет прилетать арчит. И чел будет под арчитом сидеть, чилить, отдыхать на расслабоне. Не юзнет свою ульту, по нему будет приоритет по атаке, и, соответственно, у него там так много урона будет прилетать. Короче, ему будет очень больно. Он пожалеет о том, что он здесь вообще собрался в этой игре.
Нужен ли мне антимаг вообще в сборку? Еще одно яйцо. Да не, гуля леса, Вася. Дизраптор еще в игре есть. Алхимик, кстати, собираются. Ну, будет круто, если я смогу алхимиков 3 звезды собрать. Шаман пришел ко мне, кстати. Ну, какой арчит, какой хекс. Щит 5-го тира, ты вообще будешь работать, тварь? Фу, как он меня Криаганима. Ребят, я отвечаю, меня так бесит этот щит 5-го тира, потому что у моего противника он отразит все. Отразит дуг, арчит, обезоружь, башер у моего противника. У меня же этот башер хрен что-либо отразит. Тварь. Ну бесит. Ну серьезно бесит. Я беру этот щит 5-го тира, хоть как-то его рассчитываю. Вот смотрите, первый раунд ничего не отразил. Сейчас посмотрим следующий раунд. Я гарантию даю о том, что он следующий раунд такая же шляпа будет. Интересный чел на убийцах. Импресска у него там перевоплощается. Еще мифиловый доспех сверху есть. Да. Как превратить игру из легкой в очень сложную. Вот так, ребята. Вот видите, как завеса работает? Оп, я получил минус 24, но по итогу ничего не получил. Потому что я не участвовал в бою. Оп, минус 1. Минус шаман. Хорош. Красавчик. Одобряю. Минус 2, отлично. 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 Криты, масочка. Ой, хорошо. Можно было бы, конечно, взять камень Киры. Но я немножко сикаю брать камень Киры. Чисто из-за того, что там есть... У одного противника Горн. У второго противника Горн. И тут еще и Свен есть. Этот Свен и так меня будет с плюшки выносить. Тут сейчас самое главное поиграться тупо расстановкой, чтобы этот Свен не прыгнул в меня и все. Это самое главное. Вот сейчас у него Свен стоит в левом нижнем углу экрана, соответственно, он будет у меня в правом верхнем углу экрана, он будет прыгать в моего Тинкера, а в это время тут еще и Горн за спиной алхимика стоит, поэтому тут будет сейчас более разочарование у Свенчика, да? О, а ну-ка, Свенчик, здорово! Ха! Че, как дела-то? Нормально, да? А, и у него тоже Горн, кстати. Дай пожить, пожалуйста. Пожить! Расстреляй его! Убийца, вынеси его, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Чё-то как-то бабка ультра плохо только что забирала этот Горн-Агр. Я не понимаю, почему. Не, ну я понимаю, что там надо нести 10 тычек. Но разве она за свою стрельбу 10 тычек не наносит? Или это как-то иначе считается? Надо сейчас как-то обратить на это внимание. Там у чувака тоже такие предметы ультра огромные. Но он, кстати, гритера керит, что вообще необычно, на секундочку. У него очень необычный гритер. Мне вообще сборка необычная. Не, собрал бы он здесь темпларку, он бы меня 100% аннигилировал. А тут пока что как-то, ну, сомнительно. Ай-яй-яй! А, завеса. Вот, кстати, минус 26 дал, а по итогу ничего не дал. Завеса сработала. Может, вообще рыцарей придется поставить. Хрен его знает. Так, алхимика берем. Может, получится в 3 звезды собрать. На самом деле, я хочу себе собрать вот напоследок шедевр 3 звезды. Чтоб прям вообще развал был. Да вообще, на самом деле, того хочу. И алхимика, и ШД. Чтоб вообще без шанса было. Чтоб тотальная аннигиляция была.
Кристалл призрака упал, который мне не нужен. Еще одна минус броня упала. Мастерская бума еще упала. Отлично. Так, а что мне надо? Можно было бы взять рапиру, если бы у моего противника не было бы горна на агр. Но у него есть горн на агр, поэтому иду я лесом. О. О. Блин. Невкусно. Не хочу пока что апать яйцо. Типа минус 12 брони дает алхимик. Ладно, хрен с ним. О, криты. Криты хорошо зайдут. Так, расстановку сейчас сюда. Это так. Ой, я дурак. Ой, я дурак. Под сайленс своего ШД поставил. Станчик полетел. Давай, сейчас убийца Горн меня станет. Миллиард лет будет. Естественно, щит 5-го тира ни грамма не вернет ничего. Зато крит вернул. Кста. Жить. Жить. Ого, а что ты так пилишь-то? Щит, работай. Ух, хорошо. Минус 4, пойдет, пойдет, пойдет. Просто на каких соплях я только что выжил? Итак, вопрос на миллион. ШД или алхимик? Я думаю, надо ШД апать. Я рассчитывал на то, что мне придет ШД и алхимик, но я думаю, все-таки надо ШД апать. ШД будет намного мощнее, плюс у моего противника есть гриттер, и... Ну, все-таки ШД даст мне очень много урона. Из-за того, что есть гримтач, все такое. Ну, погнали, погнали. ШД так ШД, все, поехали. Вот так вот сделаем еще, чтобы вражеский Рики меня не сайленсил. Ну, все, это, по-моему, конечное. Да, это конечное. Или нет? Или да? Да, все, все, пока. Спасибо тебе за игру, Челик. Спасибо тебе за то, что ты супер необычно сыграл на убийцах. И спасибо тебе за то, что ты не собрал себе темпларку. Вот, серьезно, собрал бы он себе темпларку, у меня не было бы вообще шанса. Какая красотка, да? Не, обалденный стиль из боевого пропуска. Шикарнейший стиль, я бы даже так сказал. Вообще такая, знаете, валидольная игра получилась. Но немножко, ну, я понервничал на самом деле. Немножко, но я понервничал. Прям было так, знаете, ну, на тоненького, что я откисну просто, вот. Вот что на тоненького было. И все. Жестко получилось? О, да. Еще как жестко получилось. Ну, хорошая игра, хорошая. Вот такие игры мне нравятся, знаете. И вроде бы у меня был хороший легкий старт, а по итогу такая, ну, неоднозначная концовка-то по итогу получилась, потому что там меня шаманчики навернули, там меня Свенчик навернул. И это было жестко. Но на самом деле, как же люто контрит Горн эту бабку. И мне вот на самом деле интересно, а почему бабка настолько долго разбивает этот Горн? У меня даже догадок нет, ну, если честно, типа, ну... Ладно, что думаете вы по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк, а если вы еще не подписаны на меня, то обязательно подпишитесь. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!